Овны, мои хорошие, я вас приветствую на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на январь 2023 года. Мы с вами открываем новый жизненный цикл, новый жизненный этап, так сказать, с чистого листа. Поэтому пусть январь вас наконец-то порадует положительными событиями, положительными изменениями. Пусть все в вашей жизни меняется в лучшую сторону. Ну а с чем мы войдем в этот год, посмотрим с вами на парных колодах. Это у нас будет Таро или Норман викторианский от Таротека Студио. Смотрим с вами по стандартной цикличной схеме. Ничего у нас не меняется. Посмотрим, к чему готовиться, на что рассчитывать. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает вас по финансам? Вопросы здоровья, личной жизни и совет от карт. Надеюсь, вам все хорошо видно. Что ж, приступим с вами. Итак, общая энергия месяца. У вас падает аркан справедливости или аркан правосудия. Но по этим картам это возобновление каких-либо судебных процессов. Допустим, вы подаете повторный иск или просто решаете какие-то свои вопросы разрешить в рамках правового поля. Это может быть вопрос обращения в налоговую, подача декларации, там расчет, перерасчет, то есть дебет с кредита будете сводить. Это анализ, это сводиться, это анализировать прошедший год. Это, помимо всего прочего, у кого-то в рамках этого месяца могут быть плановые экзамены, проверки, сдача аккредитации, верификации, получение лицензий, справок. Поэтому здесь очень много волокиты, бюрократии. Для кого-то это подстраиваться под новые нормы, законы, правила. Допустим, у вас могут идти изменения какие-то в плане работы, трудового контракта. То есть то, что от вас не зависит, допустим, от вашего руководства, а как идет как постановление свыше, от вышестоящих органов власти. Но мы сейчас посмотрим, о чем здесь конкретно у нас идет речь. На что следует обратить внимание. Тут у нас падает справедливость и смерть. Это действительно, даже вот дно колоды, посмотрите, туз мечей. Для большинства это будет вопрос восстановления каких-либо утерянных документов, то есть наново их, то, что уже как бы исчезло, пропало, прошел какой-то срок. Поэтому здесь как наново подаваться на лицензии, на справки, на восстановление документов, то есть решать какие-то спорные моменты. Если мы с вами посмотрим вопросы работы. Здесь по рыцарю чаш для вас благоприятное положение вещей. Конечно же, для многих это может быть приятное времяпрепровождение, это период отпуска, отдыха, восстановления. Но для кого-то январь уже будет плодотворным и продуктивным, потому что это и внеплановые командировки, это новые проекты, это уже потихонечку вливаться в курс дела, в работу, то есть настраиваться на рабочий лад. И если мы посмотрим эту ситуацию, этот аркан с точки зрения работы для тех, кто у нас является неработающим пенсионером или неработающим студентом, или вы мама в декрете, или вы просто домохозяйка, то по двойке мечей, видите, ситуация для вас неизменна. То есть как было, так и остается, трудоустройства здесь нет, подработки либо новых источников дохода здесь тоже не предвидится. Поэтому жизнь идет своим чередом, но вас на текущем этапе все устраивает. Если вы у нас в статусе соискателя, рыцарь чаш и башня могут указывать на вопросы трудоустройства только если вы ищете эту работу в сфере недвижимости или надомного плана. Для всех остальных это будет период простоя, период отдыха, период восстановления и домашнего времяпрепровождения. То есть здесь не будет каких-то глобальных или кардинальных перемен. Если вы у нас наемный сотрудник, рыцарь чаш и рыцарь пентаклей. Постепенно, поэтапно входим в рабочее русло. Медленно раскачиваемся. Это, знаете, как входим во вкус. Тут здесь еще могут быть, в принципе, какой-то новый регламент работы, если смотреть по этим картам. Это как постепенно, либо медленная адаптация к этим процессам. Если же у вас свой собственный бизнес, рыцарь чаши повешенный. Опять же, вы можете взять на это время отпуск, отдых, восстанавливать свои силы, потому что здесь очень-очень медленная раскачка. Здесь нет новых проектов, здесь нет новых начинаний, максимум это могут идти какие-то переговоры, что-то обсуждать,
Но для большинства, если смотреть по этим картам, это все-таки все, что связано с подачей деклараций, закрытием финансового года и прочих моментов. То есть вы будете подводить итоги года прошедшего. Если смотреть финансовую сторону вопроса, здесь по четверке пентаклей все-таки вопросы экономии, вопросы бережливости. Даже если вы отправились в отпуск, на отдых, я не вижу, что вы здесь особо сорили деньгами, потому что здесь уже потрачены значительные суммы, поэтому четверка пентаклей – это такая вот попытка поужаться в своих расходах. Более того, у кого-то здесь могут быть планы скопить, сэкономить на какие-то более значимые покупки, нужды, расходы, события. Поэтому здесь, здесь на празднике, видимо, вы изрядно поиздержитесь, поэтому действительно будете считать свои ресурсы. Если рассматривать состояние здоровья, у нас здесь падает аркан Дьявол. Дьявол, как правило, у нас указывает либо на обострение хронических заболеваний, либо вашу созависимую ситуацию от каких-либо препаратов. Это могут быть как БАДы, как лекарства, просто прием витаминов. Поэтому мы посмотрим. Попытаемся прояснить, что же тут на самом деле, какова ситуация. Видите, все-таки это витамины, это лекарства, это БАДы, это может быть препараты, которые вам предписал лечащий врач. Потому что на это указывает Дьявол и туз пентаклей, туз монет. То есть это еще некий период времени принимать эти лекарственные средства по предписанию врача. Если смотреть вопросы личной жизни, четверка мечей, вот здесь как-то без изменений. Причем я не могу сказать, что вы здесь сетуете по этому поводу. У вас это карта восстановления, это у вас карта отдыха, релаксации и зоны комфорта. Большинство из вас просто не захотят что-то менять для себя на этом этапе. Посмотрим, конечно же, для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Что здесь по факту? Видите, четверка мечей, тройка чаш, мне и так хорошо. Да, социальные связи есть, знакомства есть, приятное времяпрепровождение есть, контакты с друзьями, знакомыми, но построение личных отношений пока отложено в долгий ящик, потому что здесь не готовы к этому внутренне. И если вы у нас находитесь в любовных треугольниках, опять же, ситуация без изменений. Четверка мечей, семерка пентаклей. И для большинства это может быть в целом вопрос, когда вы ставите отношения на паузу, с целью взвесить, обдумать, переосмыслить, что-то для себя понять, решить или, может быть, даже отдохнуть друг от друга. Если вы в стабильных отношениях, то здесь четверка мечей и императрица. Ситуация стабильная, зона комфорта, сохранение союза и, знаете, релаксация в паре. Может быть, действительно совместный отдых. В более позитивном аспекте четверка мечей и императрица для кого-то может показать вопросы вынашивания ребенка. Тогда в этом случае это будет прием соответствующих препаратов по рекомендациям, настоянию врача, которые будут влиять на сохранение плода. В остальном, как вы видите, месяц у вас спокойный, без каких-либо встрясок, без каких-либо колебаний. На советной рекомендации у вас ложится здесь король мечей. Карта, которая в большей степени указывает на взаимодействие с узкопрофильным специалистом. Почему я это говорю? Потому что смотрю общую энергию месяца этих арканов. Это может идти обращение к юристу, к нотариусу, к адвокату с целью получения помощи в оформлении каких-либо документов, либо их восстановления, если они утрачены, либо повреждены. То есть решение каких-то бюрократических вопросов. Если же у вас ситуация связана с врачом, опять же, обращение к врачу с целью диагностики, и грамотной постановки диагноза. Месяц больше, знаете, как такой очень суетной, потому что по этим картам, знаете, как хочется, во-первых, плавно вливаться в процессы, но есть ряд ситуаций, когда нужно все бросать и заниматься какими-то мелкими бытовыми делами. Это, конечно, несколько может вас расстраивать, но все будет у вас решаться планомерно. Еще забыла сказать о справедливости смерть в связке, в совокупности с этими картами. Но если кто-то для себя планировал, думал, хотел, если видел себя в этой нише, это может идти как открытие похоронного агентства, похоронного бюро, либо каких-либо услуг, связанных
с похоронными делами. Не знаю этих тонкостей и нюансов, слава богу. Но вот как показывают арканы, кто планировал в этой нише себя обозначить, то самое время. У вас здесь все будет получаться. Как следствие, это получение лицензии, разрешение на работу и прочих моментов. Но мы с вами сейчас посмотрим неожиданность этого периода. Какова здесь у нас будет ситуация? Что у вас здесь? Медведь, сердце и книга. И дно колоды крест. Значимая ситуация, знаковая ситуация, кармическая в чем-то. Итак, как видите, медведь, сердце, книга. И обратите внимание на медведя. Здесь медведица, которая заботится о своих медвежатах. То есть оказывает им любовь, ласку, заботу, поддержку. То есть все свои лучшие материнские чувства и качества. Так и по отношению к вам. Кто-то может здесь проявиться в своих эмоциях, чувствах, любви, поддержке. Если это, скажем так, социальные или дружеские или деловые связи, то есть это найти партнера, с которым вы будете на одной волне. Человек, который для вас как открытая книга, который готов безвозмездно делиться опытом, навыками, знаниями, поддерживать вас, направлять, потому что здесь это как карта бескорыстной помощи, бескорыстного взаимодействия. Но еще здесь ситуация будет актуальна тех, кто в любовных треугольниках, потому что это укрепление связи на стороне, это укрепление адюльтера. Если же речь идет о стабильных партнерских взаимоотношениях, то это искренность, это открытость чувств, это признание в любви, это, знаете, как убедиться в верности партнера или партнерши, то есть укрепление ваших взаимоотношений. Вот такой вот месяц. Месяц, видите, как я говорю, медленные раскачки. Конечно же, мы закроем для вас его позитивными арканами. Пусть все-таки этот год у вас начнется только с позитивных и благоприятных эмоций. Пусть сама ситуация вам благоволит. И так как мы видим, что есть некий, как я говорю, пробел в плане финансов, а именно, может быть, в чем-то их нехватка, закроем вам это все дело финансовыми арканами. Пусть Вселенная вам помогает в осуществлении ваших целей, планов, задач. Пусть у вас все в обязательном порядке получится. Вот таким вышел расклад на январь месяц. Верю в то, что удача вам улыбнется. От вас по прошествии периода жду обратной связи, как отыграется эта информация. Вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.